Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. А также заглядывайте в раздел сообщества и в раздел шортс. Там большое количество узорчиков в готовом виде. Если они вам понравятся, то вы можете нажимать на ссылочку и переходить на полное видео, где я показываю, рассказываю, как вяжется узорчик, из чего вяжется узорчик, есть ли у него схемка. Отдельный привет передаю своим подписчикам, постоянным зрителям, мастерам-мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши лайки, просмотры, за ваше участие. Я сегодня к вам вот с таким интересным моточком, очень красивой ниточки. Осталось у меня вот такой вот, получается, остаточек. И с новым узорчиком. Что это за ниточки? Смотрите, на сайте много узорчиков с такими ниточками. Ализе называются, Ангора Голд и дополнение Симли, значит блестящий. Итак, моточки, смотрите, 100 грамм здесь находится. В 100 граммах находится 500 метров. По составу это 75% это акрил, 20% это шерсть и 5% металлическая ниточка. Вот ниточки, они сами себе, видите, блестят. Так, и нам здесь советует производитель брать крючок от 2 до 4. Ну, данную пряжу я вяжу крючком номер 3, поэтому я под свою плотность вязания беру крючок номер 3. Вот. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть, потому что все узорчики универсальные, а их можно вязать и из летней пряжи, и из зимней, и из демисезонной. Один и тот же узорчик из разной пряжи может выглядеть по-разному, поэтому пробуйте. Самое главное, чтобы вы правильно подобрали крючок. Вы точно так же прочитаете инструкцию, да, как я только что прочитала, что вам рекомендует какой крючок, и подбирайте под свою плотность, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, все четко, понятно. Кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас все получится. Но, естественно, смотрите обязательно на схемку. Как там обозначаются те или иные элементы. Вот мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. И так, как бы ненавязчиво, да, незаметно для себя, вы научитесь читать схемки и потом будете работать с любыми схемками. Итак, смотрите, раппорт нашего узорчика равняется 15 петелек. Но если кто-то уже из вас вязал данные узорчики, а это будет узорчик зигзагом, то есть такими волнами, то получается изначальное количество петель, которое мы наберем, оно у нас с вами уменьшится. Поняли, да? Поэтому хочу показать прелесть всего узорчика. Наберу-ка я 3 раппорта, это будет аж 45 воздушных петелек. Ну, одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Ну, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, в начале все как всегда. У нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 46 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46. Вот такой мой будущий образец. Итак, смотрим на схемку, повторяем. Вспомогательный ряд мы сегодня провязывать не будем. Во многих узорчиках я с новичками провязываю вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Здесь вяжем аккуратно, чтобы не пропустить ни одну воздушную петельку. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь смотрите, получается, эти 3 петельки мы с вами отсчитываем. 1, 2, 3. И вот в 4-ю петельку делаем накид. И в 4-ю петельку нырнули. Аккуратненько вытянули ниточку. Провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Опять накид. Сюда же, опять же, в эту же петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом по 2 петельки. Теперь 2 воздушные петельки делаем. 1, 2, накид. В наших петельках пропускаем 2 петельки. 1, 2, в 3-ю аккуратненько нырнули, вытянули ниточку,
Провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид. Сюда же опять вернулись в эту же петельку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь все 3 петельки вместе. И у нас получается, что 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. Пропускаем в цепочке опять 2 петельки. Раз, два. И в третью петельку нырнули. И провязали точно так же. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз. Сюда же опять нырнули. 2. И теперь все 3 петельки вместе. Оп. Вот такая у нас получается картина. А теперь смотрите, что мы делаем. Накид. Мы пропускаем, получается, вот наши 2 петельки. Раз, два. И в третью петельку провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. То есть мы с вами здесь воздушные петельки не набирали. Поняли, да? И 3 петельки вместе. Раз. Вот что у нас получается. Видите, они как бы верхушки соединились друг с другом. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять пропускаем 2 петельки цепочки. Раз, два. И в третью петельку точно так же провязываем столбики с накидом с общей верхушкой. Раз, два. И 3 петельки вместе. Раз. Угу. Дальше смотрите, 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 петельки цепочки. Раз, два. И в третью петельку, смотрите, провязываем полноценный столбик с накидом по 2 петельки. Считаем раз столбик. Сюда же накид. Точно так же второй столбик. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять вернулись сюда же и провязываем столбик с накидом. Раз. И столбик с накидом 2. У нас получился вот такой вот веерочек. То есть мы начинали с вами ряд, это был как бы половинка веерочка. Поняли, да? Дальше идет повторение. 2 воздушные петельки, 2 петельки цепочки пропускаем. Раз, два. В третью петельку провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз, два. И сейчас ниточку захвачу. И 3 петельки вместе. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. 2 петельки цепочки пропускаем. Раз, два. И в третью петельку провязываем еще такие же 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз. Сюда же. 2. И провязали вместе. Теперь смотрите. Не провязывая воздушных петелек, просто пропускаем 2 петельки цепочки. Раз, два. И начинаем провязывать точно так же 2 столбика с накидом. Раз, два. И 3 петельки вместе. То есть, видите, потихонечку начинает формироваться волна. То есть, это верхушка, это ямка. Это верхушка, это ямка. Угу. Дальше идем опять к верхушке. 2 воздушные петельки. 2 петельки цепочки. Раз, два пропустили. И в третью провязываем столбик с накидом. Раз, не до конца. Столбик с накидом. 2, не до конца. И 3 петельки вместе. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять 2 петельки цепочки пропускаем. Раз, два. И в третью провязываем веерочек. Получается 2 столбика полноценных с накидом. Раз столбик. Сюда же 2 столбик. 2 воздушные петельки. Раз, два. И возвращаемся сюда же и провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз и 2. Поняли, да? Вот, видите, потихонечку начинает формироваться волна. Все, давайте до конца ряда так вот провязывайте самостоятельно, чередуете, получается, столбики и с веерочками. И все. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Схемка перед вами, давайте. Так, смотрите, когда провязали практически до конца, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и начинали. То есть, смотрите, здесь получается, я провязала 2 воздушные петельки, пропускаю 2 петельки цепочки и в самую последнюю петельку провязываю 3 столбика с накидом. То есть 2 столбика с накидом. Это у нас как бы от веерочка, да? У нас должен быть здесь веерочек, но будет половинка веерочка.
Всего лишь 2 столбика. И последний столбик, как бы назовем его кромочным, да, кромочных нету в вязании крючком, но вот так вот. Все, наш ряд закончен. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Дальше 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь смотрите, мы возвращаемся, получается, к нашему первому столбику, к верхушке. И в этот столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Опять вернулись в первый столбик, провязали еще один столбик с накидом. Уже второй. Воздушная петелька и провязали еще один столбик с накидом. Это уже третий. Вот такая картина. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь смотрите, мы с вами, получается, пропускаем вот эти наши столбики с общей верхушкой. Вот эти вот столбики, получается, там, где у нас соединяются как бы 2 столбика, мы с вами беремся вот между, так вот возьмемся столбиками и провяжем столбик без накида. Теперь смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вернулись сюда же, к столбику, захватили горизонтальную и вертикальную вот такие вот 2 петельки. Захватили ниточку и ее же протянули через петельку на крючке. Получается вот такой элемент, называется пико. Вот. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь с вами опять пропускаем вот эти наши столбики, идем до веерочка. В центр веерочка, вот в эту арочку, начинаем провязывать наши столбики. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 3. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 4. Воздушная петелька. Столбик с накидом 5. Воздушная петелька. Столбик с накидом 6. Воздушная петелька и столбик с накидом 7. Вот такой получается большой веерочек. Между столбиками здесь находятся воздушные петельки. Вот такая картина. Вначале у нас получается, видите, пол веерочка было. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем наши столбики. Направляемся вот там, где 2 столбика у нас вместе. Ныряем между столбиками. Провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся к нашему столбику без накида, захватываем вот так вот 2 петельки, одна горизонтальная, другая вертикальная. Вытягиваем ниточку и ее же протягиваем через петельку на крючке. Опять получился такой элемент пико. Ну и дальше опять повторение. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Переключаетесь на веерочек и в веерочек провязываете большой наш веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом, вот такой вот. И между столбиками по одной воздушной петельке. Давайте самостоятельно. Угу. Я думаю, что вы справитесь. Так? Точно так же здесь провяжете столбик без накида с пико. И мы с вами в конце ряда встретимся. Тут у нас будет половинка веерочка. Я думаю, что несложно. Схемка перед вами. Давайте, у вас все получится. Так, смотрите, когда довязали практически до конца ряда, мы заканчиваем точно так же, как и начинали. У нас будет пол веерочка. Так? Итак, вот 2 воздушные петельки. Мы пропускаем вот эти наши столбики. И вот у нас в конце, помните, были 3 столбика с накидом. Вернее, 2 столбика и 3 петельки подъема. Так вот, мы делаем накид. И в 3-ю петельку подъема вводим крючок и провязываем столбик с накидом 1. 1 воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 3, воздушная петелька и заканчиваем ряд столбик с накидом 4. Все, вот наш пол веерочка готов. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот, накид. Сюда же в верхушку вот этого же столбика провязываем столбик с накидом 1 и сюда же столбик с накидом 2. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И теперь будьте внимательны. Накид. Мы, получается, с вами вот здесь нас провязывали 1, 2, 3, 4 столбика. Так? Между вторым и третьим, вот эту арочку, вот мы с ней работаем.
нырнули в арочку, провязали столбик с накидом 1 не до конца, держим на крючке, и сюда же столбик с накидом 2 не до конца, держим на крючке, и теперь все 3 петельки вместе. 2 воздушные петельки, 1, 2. Теперь ваша задача, вот перед нашим пико арочка, помните, вот такая вот большая, мы должны в эту арочку провязать, опять же, точно так же 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Давайте я вам покажу как бы 2 способа, да. Итак, первый способ. Мы просто ныряем в арочку, вот так вот, и провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, и провязали 3 петельки вместе. Вот это первый вариант. Дальше, смотрите, сразу же перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем точно такие же 2 столбика с общей верхушкой. А вот здесь я провяжу не в арочку, а в петельку. У нас было 3 петельки, поэтому во вторую петельку. Вот так вот я ее захватываю, вторую петельку, и провязываю в петельку. Первый столбик, накид, сюда же второй столбик и 3 петельки вместе. И вот для вашего, так скажем, сравнения, видите, как лучше, как аккуратнее смотрится. Как по мне, смотрится, когда провязывается в петельку. Я много узорчиков показывала, когда провязывается в петельку, выглядит аккуратнее. Но если не позволяет пряжа, не позволяет крючок, да, может быть пряжа тоненькая, крючок маленький, не ломайте глаза, провязывайте в арочку. Тоже хорошо смотрится, но как бы вот так вот для сравнения оставлю. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь смотрите, вот наши арочки, так, между столбиками. Первую арочку пропускаем, провязываем во вторую арочку. Столбик с накидом 1 не до конца, сюда же столбик с накидом 2 не до конца и 3 петельки вместе. 2 воздушные петельки. Теперь наша с вами задача в 4 столбик, считаем 1, 2, 3, 4. В 4 он будет центральным столбиком. Мы провязываем 2 столбика с накидом, 1, сюда же в этот же столбик 2, 2 воздушные петельки, 1, 2, опять вернулись сюда же в этот же столбик и провязали еще 2 столбика с накидом, 1 и 2. Вот такой вот веерочек, как в самом первом ряду, вот такой же и здесь. То есть мы с вами повторяем самый первый ряд, но как бы с небольшим дополнением, да, поняли? Все, дальше опять идем 2 воздушные петельки, точно так же мы, вот, получается, 1, 2, 3 арочки у нас осталось, центральную арочку во вторую провязываем столбик с накидом 1 не до конца, 2 не до конца и 3 петельки вместе. Вот наши 2 столбика с общей верхушкой. 2 воздушные петельки и опять смотрите, провязывайте либо в арочку, либо непосредственно в петельку. Я провяжу в петельку, 2 столбика с накидом с общей верхушкой, 1, сюда же 2 и 3 петельки вместе. Вот что получается. И сразу же, не пропуская и не набирая воздушных петелек, переключаемся через пико, прыгаем и в следующую арочку. И точно так же в петельку 2 столбика с накидом с общей верхушкой. И оп, все. И вот так вот шагаете, как бы повторяете первый ряд, но с небольшим дополнением до конца ряда. Угу. В конце ряда я вас встречу, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд практически до конца. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Итак, вот наши 2 столбика с общей верхушкой во вторую арочку предыдущего веерочка, 2 воздушные петельки. И помните, да, мы здесь сделали 3 петельки подъема и воздушную петельку по узорчику. Так вот, отсчитываем 3-ю петельку и в 3-ю петельку провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Все, как бы половинка нашего веерочка, ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, 1 воздушная петелька по узорчику, итого 4 воздушные петельки здесь. Дальше сюда же возвращаемся в первый столбик и провязываем, считаем столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же провязываем столбик с накидом 2, воздушная петелька и сюда же провязываем столбик с накидом 3. Дальше 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, опять направляемся вот к нашим столбикам, видите, и между ними берем, провязываем столбик без накида и делаем пико.
3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся к столбику. Одну петельку вот такую берем горизонтальную, другую вот такую вот вертикальную. Вытягиваем ниточку и ее же протягиваем через петельку на крючке. Все, пико. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся на наш веерочек и провязываем точно так же, как мы провязывали с вами вот во втором ряду, вот такой вот большой веерочек. То есть вы сейчас полностью повторяете точь-в-точь второй ряд. Поняли, да? То есть четвертый ряд повторяет второй. Все, несложно. Здесь вы провяжете пико, здесь опять провяжете большой веерочек, пико, и здесь будет половинка веерочка. Справитесь? Я думаю, что да. Давайте самостоятельно, схемка, если что, перед вами. Так, смотрите, вот мы провязали с вами до конца наш ряд. Вот наши веерочки. Начинается, получается, половинка веерочка. И заканчивается точно так же половинка веерочка, как мы с вами вязали вот во втором ряду. Угу. Идем дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Накид. Сюда же верхушку этого же столбика мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. 2 воздушные петельки. И опять получается вот нашу центральную арочку из 3. Раз, два, три. В центральную провязываем 2 столбика с накидом, с общей верхушкой. Есть. Опять 2 воздушные петельки и переключаемся вот либо в арочку перед пико, да, либо в центральную петельку во вторую. Тут у нас было 3 петельки. Вот вторая петелька, я буду в петельку провязывать 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Все, то есть данный ряд вы тоже уже полностью повторяете. Он как бы не первый, он у нас будет третий. Видите? Вот получается. Точно так же будете провязывать в начале 2 столбика с общей верхушкой, 2 столбика с общей верхушкой, и потом там, где у нас был веерочек, вы будете провязывать точно такие же, получается, столбики, формировать новый веерочек. Все. То есть сам по себе узорчик это 2 ряда. Если внимательно посмотреть, допустим, там, ну, первый, второй, да, вот, первый, второй. Тут с небольшими изменениями опять первый, второй, потом опять первый, второй, первый, второй, первый, второй. Все. 2 ряда узорчика, и получается красота. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится, но уже понятно, что будет красиво. Оригинально, необычно. Угу. Давайте, схемка перед вами, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Вот такая вот ажурная, несложная красота в вашу копилочку узорчиков. Узорчик получается двусторонний. Любая сторона, которая вам нравится, такая будет у вас лицевой. В моем случае из моей пряжи это может быть палантин, да? Может быть жилеточка. Из летней пряжи это обязательно топики, маечки, да? Это парео может быть. Вот такие вот интересные ажурные могут быть вещи. Ну, опять же, зимняя пряжа. Те же самые палантины могут быть, жилеточки. Угу. Вот давайте посмотрим, как тянется. Итак, из моей пряжи тянется вот так. И здесь тянется вот так. Ну, как бы здесь не очень. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У всех все может быть по-разному. Я набирала, получается, сегодня 46 аж воздушных петелек. Я думала, будет как бы волны больше выражены, но они не сильно выражены, да. Итак, это получается вот 19 сантиметров. И тут у нас рядочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте за самую верхнюю точку померяем, сколько получается. Это будет 12 сантиметров. Ну и за нижнюю, что там пико, ну вот 10,5 точно. Вот такой вот узорчик. Не забывайте, что веерочки у вас могут смотреть как наверх, так и вниз. То есть ваше изделие может быть вот таким вот. То есть веерочки смотрят вниз. Как вам? Если кто уже что вязал данным узорчиком, вы нам пишите, что вязали, что у вас получилось, с какой пряжи, понравился ли вам данный узорчик. Хорошо? Ну, либо подавайте идейки, мы будем читать, вдохновляться, что можно связать данным узорчиком. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайк. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Много зрителей смотрят, но не подписывайтесь. Подписывайтесь. Заранее спасибо большое. Нажимайте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте в свои плейлисты. Не забывайте писать комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек.
Встретимся в новых видео. Пока-пока.